Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Не забудьте сразу подписаться на мой телеграм-канал. И я рассказываю там про парфюмерию, про свою жизнь в Испании и немножечко про котиков. Наверное, те, кто знает, кто помнит, мы подобрали с улицы двух маленьких котят. Это было год назад, и сейчас они уже большие, совсем взрослые. И многие интересуются, как они себя ведут, чувствуют. В Телеграме я иногда выкладываю их. Все, давайте начнем про парфюмерию. И я расскажу про ароматы, знаете, которые я бы даже не рекомендовала их покупать после одного затеста в магазине. С блотера, даже с запястья. И я очень бы рекомендовала эти ароматы поносить. Обязательно на себе. Идеально, конечно, только покупать после того, как поносите в сэмпле. Это Modern Words от Ksyrdjov. И я в этот аромат прям влюбилась именно с теста на запястье. Мне так понравилось, что он очень стойкий, что он очень шлейфовый. Но на самом деле в жизни это абсолютно получилось практически неносибельно. То есть такое маленькое количество есть случаев, когда я могу его надеть без боязни кого-то задушить, в том числе саму себя. В основном это какие-то прогулки. И то, что попало под настроение. Здесь заявлены цветочные ноты, но я чувствую розу, такую шипастую розу, но при этом это не шипр. Это такое было направление модное, мне кажется, лет 10 назад в парфюмерии, когда он у меня, кстати, появился. Да, 10 лет, до сих пор не могу этот флакон использовать. Это такая мускусная, древесная роза. Очень громко, очень шлейфово. Тут еще заявлены фруктовые ноты. Ну, есть чуть-чуть таких. И то это не свежие фрукты. Это скорее какие-то такие очень абстрактные парфюмерные фрукты, которые, да, придают этим цветам, скорее всего, розам, немножечко свежинки, совсем чуть-чуть. Аромат очень-очень густой, очень насыщенный. Вот переборщить просто головная боль будет. Я помню, я надевала его на учебу, все его замечали, и кто-то так мне никто не делал замечания, что зачем я пришла в таком аромате. Но кто-то говорил, ты знаешь, как-то что-то ретро напоминает. Вот такие были комментарии. Ну, то есть, если вы, да, вдруг решите, то знаете, что даже если вам сам аромат понравится, то это скорее только для себя. Потому что очень мало есть мест, куда вы это наденете. Единственное, да, что в жару в Таиланде он быстрее улетучивался, он как-то быстрее этим тропическим воздухом съедался с кожи, и он часов 5 всего звучал, 5. Он в Питере звучал на мне 3 дня. Вот если на одежде, то это просто вообще, он не смывается, он после душа оставался на коже, с одежды вообще не уходит. А там 5 часов, и вот вообще как не бывало. Он так красиво, нежно, цветочно шлейфил. Но причем это было только в Таиланде. Вот здесь, в Испании, не могу носить. То ли не хватает еще больше влажности, хотя тут достаточно. Не знаю. Вот не могу объяснить. Помню, единственное с ним было такое счастливое время, когда я могла его носить куда угодно. Это Таиланд. Но опять же, да, я же не ходила там ни на работу, ни на учебу. Это мой новый аромат, и я хотела схватить флакон. Я еще ношу, я еще думаю. Это еще мое неокончательное мнение даже. На самом деле я с этим ароматом была знакома, я его тестила на блотере, тоже на запястье, но давно. Я помню, у меня осталось какое-то такое очень туманное мнение о нем, вроде очень интересно, да, но непонятно, можно ли его носить. И вот сейчас я тоже не понимаю, брать ли мне флакон, буду ли я вообще им пользоваться постоянно. Тут все стартует. Я не буду перечислять пирамиду, она очень большая, там такое намешано, но все стартует каким-то прям зельем, таким колдовским зельем. Вот туда вот намешали каких-то трав, мурав, но оно густое, то есть там как будто бы еще чувствуется уже какая-то кремовость где-то вот в базе у этого аромата. В какой-то момент, когда я его носила, вот это вот верхнее зелье немножечко ушло, я стала чувствовать немножко ноту такого сливочного инжира.
Тут есть еще, по-моему, ревень, да, если я не ошибаюсь, зеленый, яркий, да, ну как будто еще к этому ревеню добавили какие-то другие колдовские такие сухие травы, и вот это вот прям такая густая, знаете, зеленая жижа, такая, как из каких-нибудь сказок, которые ты на себя наносишь, она такая вся блестящая, и ты вдруг, я не знаю, превращаешься в ведьму и летишь на метле куда-нибудь. Ну, вот что-то правда такое. И в шлейфе вот эта вот нотка, да, этого зелья, она остается. Он потом звучит более мягко, так кремово, абстрактно. Тубероза есть, но она тоже какая-то кремовая. То есть представьте, это зелье, оно перебивает даже туберозу. Тубероза довольно громкая нота. В общем, я еще ношу. Мне нравится, потому что это очень необычно. Особенно если учесть, какие сейчас вот современные, да, делают ароматы, то это совершенно другое, но при этом это не ретро. То есть это очень самобытный аромат. Поэтому я бы вам обязательно, кстати, рекомендовала его потестить, просто познакомиться, да, что это такое. Это очень интересно. Это, я не сказала название, друзья. Я, наверное, это смонтирую в начале, скажу. Это аромат Мажда Бикали Fusion Secret Clair for Hyo. Есть еще мужская версия. Мы говорим про женскую. И как итог, я вам рекомендую его обязательно потестить, если есть возможность. Но прежде чем брать, да, его нужно поносить на себе. И не просто только на запястье, а именно вот прям, да, вот как вы наносите аромат, если куда-то вот на шею, то чтобы, как обычно, да, чтобы понять. Это важно. Это не для всех, возможно, не на каждый день. По стойкости он стойкий, он шлейфовый, но он, что мне нравится, он вот не как вот этот, да, будет до последнего издыхания кричать громче, чем слова, больше, чем слова, а он все-таки он усаживается, он нормально сидит, не перебивает, не мешает тебе слышать другие какие-то ароматы в воздухе, это мне нравится. Ну, где-то часа через 2 часа очень громко. Вот этот вот пока ты с ним, он будет все время орать, да, это отличие. Короче, потестите, это интересно, но не покупайте вслепую. Или даже не поносив на себе, да, хотя бы вот один раз нанести и ощутить, как вам в нем живется. The House of Wood Keep Glazed. И знаете, в чем опасность? Вот если вы его просто тестите в магазине, то верхняя нота манго, но к базе здесь, если у вас не горячая кожа особенной, или вы не в жару этот аромат носите, здесь открывается такая тяжелая, густая база. Но это не амбра деревяшки, да, но потому как оно ощущается, как это носить на себе, это древесные ноты, сладкие, такое восточное очень настроение к концу, да, звучания этого аромата. И манго практически не слышно. Если это не в жару, потому что в жару я очень хорошо слышала манго вот все время, либо у вас не очень горячая кожа. Очень. В общем, друзья, может быть обманчиво, именно потому что верхние ноты и база, они могут сильно по-разному открываться на разных людях. Поэтому я не рекомендую брать его вслепую, конечно же, я вообще ничего не рекомендую брать вслепую. Но даже если вы потестили на блотере, может преподнести сюрприз. У меня целый аж набор. Это амуаж. Если вы знакомы с амуажами, со всеми, то я думаю, вы и так уже знаете то, о чем я сейчас скажу. Дело в том, что вот, например, возьмем из этого набора, да, тут вроде бы как вообще такая коллекция очень весенних цветочных ароматов. Но возьмем вот самый прям весенний Blossom Love. Blossom Love аромат про вишневый цвет. Ну, казалось бы, что может быть еще более легкое, цветочное и ненавязчивое. Казалось бы, да, и вот когда вы этот аромат тестируете на коже, на блотере, то первые, наверное, минут 15, если не больше, звучит такой очень нежный, цветочный аромат, который даже может показаться каким-то неинтересным, каким-то даже люксовым, но потом он начинает набирать обороты.
И в конце уже, да, к базе он прям очень тяжелый, он громкий, немножечко еще звучат отголоски того аромата цветочного и легкого. И так практически со всеми ароматами амуаж. Ну, с этими и вообще со всеми ароматами амуаж такое может быть. Если он стартует легко, вам кажется, какой легенький ароматик, то подождите, он к базе наберет такие обороты, он будет так громко шлейфить, звучать, и не каждый это вынесет. Потому что вот этот набор мне отдала моя Ульяша, это моя невестка. У нее, кстати, появился канал про вязание, я где-нибудь оставлю, может, тут ссылку в инфобоксе. В общем, она не смогла его носить. Она мне дала прям все. Все сказала. Я просто его на себе не могу выдерживать из-за вот его такой оглушительной громкости. Поэтому, если вы, конечно, знакомы с амуаж, вы знаете, да, про его громкость и стойкость. Но если вдруг вы решили купить, то очень рекомендую вам прям поносить на себе, вот тоже, как вы это делаете обычно, и понять, вообще готовы ли вот к такому громкому аромату. Я, кстати, о нем рассказывала в предыдущем видео. Знаете, почему сюда его включила? Потому что если кто-то его покупает вслепую и смотрит на пирамиду, и читает отзывы, большинство отзывов на фрагрантике, например, о том, что это просто аромат нарцисса, вот прям такого настоящего свежего нарцисса. Я в своей жизни, да, пока жила в Питере, еще в Сургуте, я жила в Екатеринбурге, конечно, я встречала нарциссы, да, но не в природе, а где-то уже в букетах. Не помню точно, кстати, где, но бывало. Я вообще не чувствовала от него запаха какого-то специфического. Они какие-то, не знаю, как они на самом деле должны пахнуть. Да? Вот то, что продавалось, оно какое-то было, наверное, искусственно выращенное. Да? Аромата там было вот, ну, очень-очень немного, и он был какой-то абсолютно неинтересный, не специфический. То есть то, что вот в этом аромате Ecstasy от Map of the Heart, это абсолютно непредсказуемо, неожиданно. Это не по пирамиде не поймешь, это не по отзывам не поймешь. Я вот говорю, что мне пахнет какими-то северными ягодами, клюквой, брусникой, возможно, даже рябиной, с такой еще горчинкой чуть-чуть, еще сладость есть в аромате. Но это вот чисто мое субъективное восприятие. Я пытаюсь вам писать этот аромат через что-то мне знакомое. Но на самом деле, да, то, что вы тут можете почувствовать, это вообще непредсказуемо. Если вы не знакомы прям очень хорошо с ароматом нарцисса, да, и вы прям уверены, что именно это то, да, о чем здесь идет речь, потому что я это не гарантирую, то, ну, возможно. Там еще есть дрог. Вот я вообще понятия не имею, как пахнет дрог. То есть пирамида там такая интересная. Меня на самом деле это и привлекло. И отзывы меня на самом деле привлекли. Но для покупки вслепую это может не подойти именно потому, что это абсолютно не описать. Это через то, что знакомые, те, кто описывает, это может у вас быть совсем другой опыт. Поэтому лучше брать, конечно, сэмпл. Но если вы берете вслепую, как я вот взяла его вслепую, то поймите, что результат может быть неожиданным. Вот просто если вы хотите в такую лотерею сыграть, пан или пропал, то, конечно, я хотела. Я была готова к тому, что этот аромат мне может совершенно не понравиться. Просто мне как-то даже повезло, я хочу сказать, да. Еще обязательно, кстати, я всегда смотрю на создателя аромата. Если есть какие-то у него парфюмы, которые меня когда-то сильно отпугнули, то я обычно не заказываю вслепую ароматы этого создателя. Le Liquide Imaginary, это Blanche Pette. Это аромат, опять же, да, вот он может очень сильно понравиться, либо очень сильно вообще не понравиться, прям абсолютно. Он довольно сладкий. В некоторых моментах даже доходит до приторности. По пирамиде, опять же, ничего не понятно. Тут я чувствую кокосовое сладкое масло в этом аромате. Он как будто бы имеет такую жирненькую структуру, какую-то непонятную, неописабельную ноту. Она вообще называется в аромате мистикаль, да, мистическая нота.
Ну, ее вот абсолютно не писать. То есть этот аромат может для кого-то стать просто парф-кошмаром, но описывает его очень красиво. Такой он молочный, сливочный, немножечко кокосовый, с такой необычностью какой-то. Но я говорю, что так как пирамида вам ничего не скажет, отзывы других людей вам не очень много скажут, этот аромат надо обязательно потестить, обязательно. Еще лучше бы даже поносить на себе, потому что он правда цепляет своей необычностью, но потом может и придушить вот этой вот сладостью и приторностью. И второй аромат. Они, кстати, я бы сказала, в одном направлении, но они разные. То есть есть люди, которым очень нравится вот этот и Blanche Bête вообще никак, и наоборот. Да? То есть есть мнение, что они сильно-сильно похожи, но у них есть отличия. Здесь, допустим, очень сладкий, опять же, кокос, но есть такая зеленая нота, очень яркая, терпкая. Еще здесь тубероза, кстати, и вот здесь тоже тубероза есть. Но она здесь как будто вместе с кокосом, как и вот тут. Но отличие в том, что тут и вот прям такая зелень есть. Ну, она как будто бы создает контраст вот этому сладкому кокосу, туберозе, но она не уравновешивает, она не делает аромат свежей, это зеленая нота, она делает его еще гуще. То есть это тоже опять как какой-то немножечко такое уже, да, не очень пугающее, не такое, как у нас в Маж де Викале, но тоже какое-то зелье, вот я бы так сказала. И поэтому я бы рекомендовала этот аромат тестить, прежде чем покупать, если вы, конечно, не из азартных, да, и хотите прям выиграть, да, если заказываешь очень такой сомнительный аромат вслепую. Поэтому, если не хотите всяких таких вот неожиданностей, то лучше не заказывайте вслепую. Валая от Parfums de Marly. Этот аромат, я слышала, как люди его описывают как свежий и белоцветочный. И для меня это вообще наоборот. Я бы в жизни не сказала, что это свежий аромат. В нем есть вот эта современная нота, я не знаю, какой-то минеральности, ноту странную какую-то, но еще громче я слышала флёр наркотик. Не помню, заявлен ли тут Акигаlavut, мне кажется, что он есть. И обычно вот он дает такую минеральность, какую-то вот на грани с синтетичностью. И мне никогда это не дает ощущение свежести в аромате. Наоборот, я вот эту, кстати, версию могу носить. Я не могу носить Ганимед, мне слишком минерально, слишком как-то холодно и синтетически для меня. Я не могу носить флёр наркотик, у меня прям голова от него болит. Валаю я могу носить, но я бы в жизни не характеризовала это как свежий аромат. Вообще, допустим, свежий, ну, по моему мнению, в жару хорошо будет. Но я вот валаю прям вот чтобы она освежала, в жару бы не стала носить. Вообще ее можно, да, можно даже в жару, но не ждать от нее, что она придаст свежести. Нет, ну, кстати, в жару она может и открыться лучше, потому что это вот нота, она на холодной коже, она прям в холоде звенит еще ко всему прочему. Может, для кого-то на горячей коже этот аромат открывается какой-то свежестью, не знаю. Но вот для меня белые цветы, какая-то вот эта Акигаlavut, минерально немножко синтетическая. В общем, описание для меня, вот, которые я встречаю, если бы я по ним покупала этот аромат, то мне бы очень не понравилось. А я просто была с ним знакома. Поэтому я его не вслепую взяла. Аромат, который я рада, что заказала от Леванти. Это Монталь Dark Vanilla. Тут, конечно, чисто вкусовщина. Этот аромат меня просто придушил. У меня такое не часто бывает. Я побежала его смыть вообще никак не могу. Мне стало фейри уже пытаться его с себя смыть. Тоже не получилось. Он очень-очень громкий. Я, кстати, сразу скажу, что я хорошо отношусь к мускусам Монталь, они меня не пугают, но когда они уравновешены, допустим, в Crystal Flowers там есть такая свежесть, да, розы,
И вполне себе еще ландыш там есть, и вполне себе этот мускус звучит хорошо. Но здесь вот этот мускус в сочетании с очень сладкой ванилью и какой-то очень громкой такой нотой кожи и уда, и это все уд с кожей, с ванилью, с этим мускусом, оно все так очень густо сбито, и прям в этом аромате не вздохнуть. При этом я нанесла всего лишь на запястье капельку. Я не представляю, если бы я вся им, я бы, наверное, в душ пошла, потому что это правда, мне стало прям очень душно, плохо. У меня такое бывает редко с ароматами, но вот это да, я ждала совершенно другого. Ну, кстати, если бы хотя бы этот мускус, вот здесь монталевский, убрать, потому что мне в целом нравится сочетание ванили и каких-то контрастирующих нот кожи или уда. Мне очень нравится. Кстати, в нирванеске от HFC такое есть. И тут я ожидала какую-то вариацию. Но вот, наверное, очень-очень подвел этот громкий мускус еще ко всему прочему. И уд громкий, да, тут просто все на максимум выкрутили. Я не смогла. Ну, название, да, очень темные, притемные ваниль. Так, давайте дальше. Ой, кстати, HFC, Жев Chocolate. Это аромат, который я взяла, потому что искала шоколад. Вот это и подвело меня. Но шоколада тут нет практически. Только такой какой-то нотой он звучит. Скорее всего, это пачули немножечко с оттенком шоколада. Но еще тут есть древесность и какие-то вот такие в пачуле есть аспекты, которые звучат как ретро. Тут какая-то цветочность однозначно есть, мне это напоминает розу. И он звучит очень вот для меня поэтому в сторону ретро, в каких-то в сторону сундуков. И сначала, вот когда я его открыла, я очень разочаровалась. Я ждала реально шоколада. Еще в отзывах где-то писали, что да, там есть шоколад, он хорошо ощущается. Нет, если вы ищете шоколад и еще и да, ориентируетесь на название, то вы тоже, как я, можете разочароваться. Это аромат скорее про пачули, цветочность, и он не звучит современно. Ну и хорошо, да, с одной стороны, если вы не хотите чего-то суперсовременного с какими-нибудь акигала-вудами, то это аромат, который вам понравится. Просто не ждите от него шоколада. Вот тогда все будет хорошо. Ждите от него пачули. Пачули здесь достаточно ощутим. Аромат Грити, Жаклин. Он мне попался, я помню, в аромабоксе. И я почувствовала здесь что-то напоминающее амбра-деревяшки. Потом я стала носить этот аромат на себе, и в жару он мне даже понравился, потому что вот эта вот база, она очень хорошо держала. Тут есть еще лаванда в этом аромате, тут есть чай матте, то есть такая терпкость. И мне это очень понравилось. Он очень необычно звучит. Какая-то еще есть пудровость в нем, такая косметическая. То есть такое сочетание, правда, необычное. Но вот эта вот база, она может не понравиться. Поэтому не ориентируйтесь на пирамиду, даже, возможно, не ориентируйтесь на все отзывы. Да? Его обязательно надо тестить, надо носить на себе. Вслепую я бы не рекомендовала его брать. И последний аромат – это Флорайко, зонтик для двоих. Его слава уже отгремела. Если вот вы только сейчас вдруг раздумываете, надо вам или не надо этот аромат, я вам скажу, что обязательно тестите. Потому что есть люди, на которых вот он сразу открывается такими вкусными черничными печеньками, немножечко там к базе есть мускуса, но он практически не ощутим. Но мне этот аромат открылся какой-то синтетической нотой, да, какие-то резиновые сапоги, причем какие-то вообще с Алиэкспресс, самые какие-то дешевые сапоги. Вот такой какой-то нотой он звучал на мне сначала, пока я не выяснила, что он на мне может открываться только в теплую погоду. Причем не в жару, да, в холод ни в коем случае, а в такое межсезонье.
Поэтому у меня такой вот travel, такая версия, которую я еще не знаю, сколько буду использовать. Наверное, очень долго, потому что для межсезонья, небольшого такого периода, этот аромат вот лично на мне хорошо. Кто-то может спросить, а зачем я вообще его взяла? Ну, он правда уникальный. Вот эти черничные печеньки, я помню, мне в комментариях даже писали, черника ничем не пахнет. Ну, как не пахнет, друзья? Вы просто не встречали какой-то выпечки с черникой вкусной или конфеты черничные. Я помню, мы ездили в Финляндию, там все с черникой. Черника в шоколаде, в белом, в черном, какие-то шоколадки с черникой, печеньки, пироги, в общем, все с черникой. И вполне себе оно имеет аромат. Да, возможно, это ароматизатор, который придумали тоже парфюмеры, да, в пищевой промышленности, они тоже работают. Возможно, я не спорю, да, что это такой выдуманный синтетический аромат. Так, возможно, поэтому здесь и есть в верхних нотах такая вот для меня прям ощутимая на моей коже синтетика. Возможно, да, возможно, поэтому. Но я предупредила, что она может вылезти, так как я с этим столкнулась, так как у меня холодная кожа, на мне все верхние ноты звучат очень ярко, очень долго, поэтому так вот и происходит. И поэтому всем рекомендую этот аромат обязательно тестить перед покупкой. У меня, кстати, был сначала от Леванты. Я его носила именно вот в разные сезоны. Можно подумать, зачем же человек так мучается, да? Ну вот поэтому человек и стал парфюмерным блогером, потому что нравится мне жизнь в парфюмерных страданиях, парфюмерных радостях, в парфюмерных разочарованиях и парфюмерных победах каких-то своих таких личных, да, когда я нашла сезон, нашла этот маленький двухнедельный период, когда могу носить зонтик для двоих и радоваться. Ну, понимаете, да? Понимаете, мы, наверное, тут большая часть тех, кто смотрит парфюмерных блогеров, наверное, вы такие же. Вы можете понять, зачем вообще это нужно. Ну, это игра. Все, друзья, спасибо, что были со мной. Обязательно пишите в комментариях, это важно, я думаю, для всех такие вот ароматы, которые, на ваш взгляд, ни в коем случае не стоит покупать вслепую. Возможно, вы купили, ошиблись и потом продали, или, не знаю, до сих пор этот флакон стоит, напоминает вам. Возможно, вам потом этот аромат понравился, но вы бы никому не рекомендовали так рисковать. Это очень важно, делитесь. Все, спасибо, что были со мной. Обязательно будьте счастливы, хорошего вам настроения. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока.